Друзья, приветствую вас на канале Ниндзя Капитал, вечерний обзор. Давайте рассмотрим с вами текущую ситуацию. Куча этих непростых, интересных, но дающих массу возможностей событий. Что сейчас происходит, на каком этапе, на каком шаге мы находимся и что, соответственно, нам ожидать в ближайшее время в связи с той кашей, которая варится. Так, друзья, давайте начнем с ключевого показателя, который двигает всем миром и оказывает, конечно же, огромное влияние на нас, на то, что происходит с рублем, с долларом и так далее. Это S&P 500, месячный таймфрейм. По поводу тех вопросов, которые сейчас возникают, что же будет дальше, что ожидать, будет ли отскок, не будет ли отскок и так далее. Хотел обратить внимание на ключевой момент, который связан с тем, что рынки, они, как правило, всю историю, если рассматривать, они двигаются с предвосхищением тех движений, которые происходят в реальном мире. Соответственно, что мы с вами видим? Вот здесь у нас был провал, после этого произошел такой вот значительный волшебный рост на протяжении, чуть меньше 2 лет. Относительно того, что же будет из этой точки, мне кажется, вопрос вполне очевиден. Отсюда должен быть коррекционный откат. Почему? Потому что нет никакой дальнейшей идеи для того, чтобы происходил рост. И с моей точки зрения вопроса здесь два. Когда будет вот это движение вниз с достигнутых вершин? Оно будет сейчас, весной 2022 года, или все-таки оно будет осенью? Конечно, есть определенная вероятность того, что никакого отката не произойдет, падение не произойдет и продолжится дальше вот этот невыносимый, уже можно сказать, рост от доктора Франкенштейна. Такое может быть. Но с моей точки зрения этот сценарий наименее вероятен. Наиболее вероятен сценарий на этот год предполагает, что отсюда возникнет падение или коррекционный откат, у которого цель движения будет в районе 3700-3500. Вот сюда, вот к этим значениям. Такой откат бы вполне разрядил обстановку, снял бы перекупленность и открыл бы возможности для дальнейшего роста. Опять же, я не волшебник, не Нострадамус, не предсказатель. И я предполагаю, что это наиболее вероятный сценарий, но это не значит, что события пойдут именно так. Вот, соответственно, остается еще два других пути. Первый путь: мы остаемся на хаях и продолжаем рост. С моей точки зрения, это менее вероятный сценарий. И второй, третий, точнее уже сценарий, это когда коррекционный откат продолжается дальше вниз, и мы идем, соответственно, уже в этой ситуации в районе 2500. Такой сценарий возможен, но с моей точки зрения он наименее вероятен. Наиболее вероятен это откат в диапазон 3700-3500 на протяжении этого года. Второй по вероятности сценарий я бы, конечно, выделил удержание достигнутых значений и попытка дальнейшего невротического роста. Ну и третий сценарий, неблагоприятный, это в том случае, если наступает обвал. В этой ситуации нас ждет, соответственно, угасание вот этого роста, который мы наблюдали после марта 2020 года. И это будет говорить о том, что вся мировая экономика скатывается в рецессию. Но я бы на такой сценарий пока, по крайней мере, не ставил. Более вероятен откат вот сюда, в этот диапазон. Вопрос только, когда он произойдет. Так, друзья, но переходя к буревестнику, это индекс VIX, тоже месячный таймфрейм, как и S&P. Здесь прямо намечается покорение новых высот и движение наверх. Если мы проанализируем динамику предыдущих движений, как это было связано с тем, что происходит в экономиках мировых, то, соответственно, мы с вами придем к закономерности, что сейчас, исходя из тех тектонических сдвигов, которые произошли в американской, в мировой экономике, нас будет неудержимо тянуть вот сюда, вот в район 65, а может быть даже и в район 90, а то и 100. С моей точки зрения, вот это консолидационное движение, оно в ближайшее время подойдет к концу, и мы увидим движение наверх. Да, возможно, действительно чудо, когда мы либо останемся здесь, либо пойдем еще снижаться. Вероятность такого события, она
имеет место быть, но всегда, прежде чем задуматься относительно того, что в ближайшее время будет, куда и как оно пойдет, надо задавать себе вопросы, какая движущая сила у этого процесса, который намечается. Я не вижу никакой движущей силы, которая двигала бы волатильность к минимуму и рынки к росту. С моей точки зрения, те события, которые произошли за последние 2 года, они просто обязаны сдуть пену. Так, друзья, ну и далее давайте NASDAQ глянем. Тоже месячные графики все это были. Соответственно, здесь на что хотел обратить внимание. Ну, NASDAQ, скорее всего, пойдет первой жертвой. Почему? Ну, потому что все ушли в технологию, а технология начинает буксовать. И здесь первые самострелы это, соответственно, Netflix и Facebook. Наверное, даже Facebook в большей степени. Потому что то, что затеял основатель Facebook, с моей точки зрения, оно на текущий момент слишком сильно оторвано от реальности. И ему не мешало бы, соответственно, планы, которые он намечает, ну как-то корректировать с тем, как они воплощаются. Потому что с моей субъективной точки зрения последние 2 года мы видим, что его понесло куда-то в космос. Но не в тот космос, который приводит к успеху, а тот космос, который приводит в определенные заведения. И, соответственно, я думаю, по Фейсбуку вот это движение, которое произошло, оно пока что не исчерпано. Возможно, даже будет более сильное. Опять же, здесь наложился ряд факторов, но ключевой фактор, с моей точки зрения, это неадекватная стратегия и неадекватное ведение дел у стратегического менеджмента компании. Так, друзья, далее давайте посмотрим индекс доллара. С индексом доллара ситуация очень интересная. Она очень интересная в том плане, что здесь у нас возможен очень сильный откат. Потому что евро сейчас напоминает сжатую пружину. И вот надо четко помнить, что несмотря на то, что есть определенные закономерности, например, когда возникает ужас, доллар растет и так далее, да, какие-то закономерности на рынках есть, но вода течет, жизнь меняется, и закономерности меняются тоже вместе с жизнью. И порой даже закономерности начинают работать в некоторых случаях наоборот. Если мы перейдем к евро-доллару, тоже месячный таймфрейм, то, соответственно, здесь очень интересная картина. С моей точки зрения, она даже более показательна, нежели в индексе доллара. Вот это движение, которое в марте 2020 года произошло, оно дало невероятно сильный потенциал для того, чтобы евро выросло относительно доллара, с моей точки зрения. Здесь в ближайшее время разыграется сцена, которая приведет к тому, что если не будет в обозримые месяцы пробито 1,12, 1,10, то мы можем увидеть по евро попытку захода сходить вот сюда, вот в район 1,25. И если этот уровень в ближайшее время будет пробит, то ничего не удержит евро от того, чтобы сходить в район 1,37. Вы скажете, но это не может быть, это же это самое невозможно, потому что когда кризис должен укрепляться, знаю. Но тем не менее, вот есть определенные корреляции, которые указывают на то, что если в ближайшее время здесь не возникает пробой и уход евро вниз, то мы увидим, как пружина по евро распрямится и движение будет вот сюда. Ну, сначала вот к этому значению, потом вот куда-то сюда. Так, друзья, далее нефть. Ну, по нефти здесь мы преодолели барьер, который находился в районе 87-88. И теперь весьма вероятно, по факту закрепления нефти в районе 94 мы увидим следующая цель движения по нефти у нас в районе 113-120. Как же так, вы можете сказать, но ведь бушует же по сути кризис, инфляция и так далее. Проблема заключается в том, что, во-первых, на фоне всех этих кризисных процессов, во-вторых, на фоне переходов на зеленые технологии значительно сократили капекс, затраты на нефть, на поиск новых месторождений, соответственно, поддерживание и обслуживание текущих месторождений. Это привело к тому, что в сфере возникло напряжение. И поэтому мы можем стать свидетелями парадокса, когда на фоне мирового кризиса, там, расколбаса, который протекает в мировых экономиках, нефть все равно будет стоить достаточно дорого.
Так, друзья, вот еще хотел поблагодарить спонсор выпуска, это компания Nokia, оценка недвижимости, бизнеса, оборудования и так далее. Соответственно, если вам надо что-то оценить, взять кредит в банке или чтобы представляли ваши интересы в судах, можете обращаться. Так, друзья, далее природный газ. Ну, по природному газу здесь ситуация, по-моему, вполне очевидна, что природный газ будут просто всеми силами, всеми фибрами души выталкивать наверх. Как в самом обозримом, так и в более среднесрочном будущем. Здесь фактора 2, который заключается первый в том, что фактически сложилась сланцевая отрасль, она пока еще не восстановилась в момент кризиса 2020 года. Следующий момент, который заключается в том, что из всего того, что сжигает и дает энергию, газ наиболее благословенный и наименее скверный в плане образования СО2. Поэтому здесь газ будет только прокачиваться и расти до того момента, пока не наступит полнейший переход на возобновляемые источники, солнце, ветер, термояд и так далее и тому подобное. Поэтому, конечно, здесь есть все шансы для того, чтобы мы по факту снижения волатильности и кризисной ситуации увидели значительный рост по всему газовому сектору, в том числе и российскому. Газпром, Новатэк, как только немножко пена сдуется, ситуация откатится, все восстановится, они могут показать значительный рост. Хотя уже как бы те значения, которые достигнуты, казалось бы, от них уже невозможно куда-либо двигаться. Итак, друзья, с учетом текущей конъюнктуры, я думаю, есть и шансы того, что в ближайшее время, ну год, два, три, по газу будут переписаны исторические хаи. Если по нефти здесь можно гадать, перепишут, не перепишут, 147,5, 148, по газу, я думаю, перепишут и даже более чем. Так, друзья, ну вот смотрите, еще одно подтверждение в пользу того, что в мире накопилась негативная энергия, которая пока что никуда не адсорбировалась. Это то, что происходит в Baltic Dry. Месячный график. Что мы здесь с вами видим? Был у нас постковидный пузырь, который был связан с тем, что нарушены, сбиты были логистические цепочки. Сейчас мы с вами видим, что этот пузырь лопнул и, соответственно, у нас произошел возврат Baltic Dry в те значения, которые для него наиболее комфортны. Но не все здесь так просто и однозначно. Вернуться-то он вернулся. Но есть здесь одна штучка, которая указывает на то, что пробитие 1100 и закрепление ниже этого значения вполне вероятно будет говорить о том, что мировая экономика впадает в глубочайшую рецессию. И тогда действительно может быть реализован по тому же S&P. Наименее сейчас пока что вероятный сценарий — это возвращение к доковидным уровням и, соответственно, значительный коррекционный откат. Если такое происходит, то действительно мы можем увидеть в мире хаос и непредсказуемые последствия. Но я все-таки здесь достаточно оптимистичен. Я считаю, что вот это движение, оно наиболее вероятно где-то замрет на достигнутых значениях. Да, может быть, мы увидим в течение этого года значительную просадку. Здесь, точнее, может даже сложиться следующая ситуация. Неоправданно сильно вырос так называемый хай-тек. Соответственно, здесь напрашивается просто с точки зрения здравого смысла переток из хай-тека в хай-так, шучу, в то, что связано с тем, что сгорает и дает энергию. То есть это газ и нефть, но в первую очередь газ. Соответственно, мы в среднем даже можем не увидеть серьезную просадку, можем увидеть значительное движение вниз по технологическим компаниям, в NASDAQ. Ну, здесь ряд факторов накопилось. Я даже не спорю относительно того, что за хай-теком будущее, это вполне очевидно, кругом будет интернет, 5G, летающие тарелки и так далее. Но очень значительный перекос произошел раз. Потом они исчерпали основные компоненты для роста на текущий момент. В-третьих, накопилось много регрессионных ошибок в этом коротком, но бурном росте. Особенно это касается компании Facebook. И, соответственно, данные вопросы, они требуют того, чтобы немножко как бы откачали крови. Так, друзья, далее давайте перейдем к рублю. RGBI, наш дорогой индекс ОФЗ. Здесь мы видим, что произошел пробой. По сути, все уровни были
пропороты, но на текущий момент пока что ситуация стабилизируется. Кто-то говорит, что геополитика, да, геополитика играет несомненно роль, но ключевой и самый важный фактор — это состояние российской экономики. Геополитика — отражение того, в каком состоянии, в какой степени здоровости находится российская экономика, не более и не менее. Ну и то, что касается RGBI, если переходить на недельный таймфрейм, у нас как бы здесь следующая картина. То, что было связано с возможным отскоком и ростом, оно не произошло. И, соответственно, на текущий момент ситуация, конечно, не очень благоприятная для индекса RGBI и, соответственно, для курса рубль-доллар. Но удержание в этих значениях, если не пойдет дальнейшее сползание в течение ближайших 2-3 недель, то отсюда волей-неволей как минимум коррекционный отскок, но возникнет. И целью коррекционного отскока, соответственно, движение в район 136,5-137, вот сюда к этим значениям. Соответственно, если такое происходит, то мы увидим укрепление рубля. На самом деле, если смотреть статистику по годам, действительно, вот этот период, который наступает, ну, за исключением 2020 года, который мы с вами хорошо запомнили, он всегда приводил к тому, что рубль против доллара укреплялся в период с февраля по июль. Так, друзья, ну давайте перейдем. Рубль-доллар, USD Tomorrow, недельный таймфрейм. Ну и как бы на недельном таймфрейме мы с вами четко видим, что это движение, которое оно началось где-то в начале ноября, сразу после того, как высадили всех пассажиров в конце октября. И вот это движение, оно подошло к своему логическому концу. По недельному таймфрейму все, произошел разворот, все сигналы того, что отсюда будет коррекционный откат. Цель движения, вот эта оранжевая линия в район 73,3-73,4. Вот. Но здесь есть один нюанс, который заключается в том, что если будет еще один задерг с пробоем уровня 78, то весьма вероятно, что вот этот весь сценарий, который сейчас связан с укреплением рубля против доллара и евро, он, соответственно, приведет к тому, что мы увидим в ближайшее время и 90, и 100, и так далее. Вы скажете, ну как же может быть укрепление рубля, когда геополитика? А сейчас есть все признаки того, что геополитические риски, они перейдут в вялотекущий режим. Да, всегда есть шанс пролета черного лебедя, не только черного лебедя, еще много чего и много кого, но на текущий момент ситуация с высокой степенью вероятности должна стабилизироваться. Друзья, все. Спасибо за внимание. Надеюсь, мое мнение, моя аналитика принесет вам пользу, заработок и так далее. Успеха, всего наилучшего.